Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее наше видео, наш эфир посвящен разбору скандала, который всколыхнул Украину, а именно скандалов, связанного с концертом Андрея Данилка, известного как Верка Сердючка. Концерт состоялся 13 июня 2025 года в Киеве. Исполнение русскоязычных песен вызвало не только критику, а настоящую травлю со стороны языкового омбудсмена Тараса Кременя, который перешел все границы разумного, обвиняя артистов чуть ли не в предательстве. Его действия не только юридически сомнительны, но и подпадают признаки дискриминации русскоязычных граждан, что подтверждено отчетом ООН CERT-C-UKR-CO-24-26. Мы, друзья, разберем, законны ли действия Данилка, почему Кремень должен ответить за свои слова и действия, и как можно привлечь Кременя к административной или даже уголовной ответственности. Это будет жесткий и честный разговор, так что готовьтесь, впереди правда. Факты. Что произошло? 13 июня 2025 года в киевском Осокор Резиденс прошел концерт Андрея Данилка, выступающего в образе Верки Сердючки. Артист исполнил свои культовые хиты, такие как «Все будет хорошо» и «Дольче Габбана», которые, по утверждению его команды, были на полтавском суржике, диалектной смеси, неотъемлемой части образа Сердючки. Но для некоторых активистов, включая телеведущего Виктора Дьяченко, это стало поводом для жалобы языковому омбудсмену Тарасу Кременю. И вот тут вот началось. 15 июня Кремень выдал пост в Facebook, который иначе как истерикой не назовешь. Цитирую. «Російськомовним пісням не місце в українській столиці. І ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям розваг знову легалізували мовну присутність державы-агрессора». Таким образом, он обвинил организаторов концерта в грубом нарушении статей 23 и 29 Закона Украины номер 2704-8 и моратория Киевского горсовета 2023 года, запрещающего русскоязычный контент. Кремень пошел дальше. Он инициировал государственный контроль и обратился в национальную полицию, требуя надлежащего реагирования. Это не просто слова, это давление на артиста, который годами поддерживает Украину, донатит на ВСУ и запрещен в России на 50 лет. Команда Данилка отвечает четко. Песни исполнялись на суржике, а не на русском, и подпадают под закон номер 2310-9, который разрешает гражданам Украины исполнять свои авторские русскоязычные произведения, если они не связаны с РФ. Но Кременя это не волнует. Он размахивает патриотическим флагом, стигматизируя всех, кто смеет использовать русский язык. Это не защита языка, это откровенная травля, и мы докажем, что она незаконна. Есть вопросы, законны ли действия Данилка, почему Кремень так яростно атакует артиста, и можно ли его призвать к ответу за дискриминацию. Давайте разбираться. На чем основаны обвинения Кременя? Он ссылается на закон Украины номер 2704-8 об обеспечении и функционировании украинского языка как государственного, 2019 год.
Статья 23 требует, чтобы культурные мероприятия проводились на украинском языке, но допускает другие языки, если это оправдано художественным замыслом или связано с правами коренных народов и меньшинств. Пункт 2 статьи прямо говорит, эти правила не касаются исполнения песен и фонограмм, то есть закон дает Данилко свободу. Теперь о законе номер 2310-9, 22 год. Он четко разрешает гражданам Украины исполнять свои авторские русскоязычные произведения, если они не пропагандируют Россию. Данилко – гражданин Украины. Его песни авторские, не связанные с РФ. Суржик, на котором он выступал, это вообще украинский диалект, часть нашей культуры. Как можно обвинять артиста в нарушении, если закон на его стороне? Мораторий Киевского горсовета 2023 года, на который напирает Кремень, это не закон, а местное решение, которое не может отменять закон номер 2310-9. Его применение к авторским песням украинцев – юридический абсурд. Кремень это знает, но сознательно игнорирует, раздувая скандал. Его пост в Facebook – это не защита языка, а попытка заработать политические очки, попирая права граждан. Кремень обвиняет в грубом нарушении. Но где доказательства? Он не упоминает закон номер 2310-9, не объясняет, почему исключения не работают. Его фраза о языковом присутствии государства-агрессора – это вообще откровенная стигматизация русского языка, который для миллионов украинцев часть жизни. Это не просто ошибка, это злоупотребление властью, за которое он, Кремень, должен ответить. Отсюда вывод. Данилко действовал законно, в рамках законов номер 2310-9 и номер 2704-8. Кремень же манипулирует законом, разжигая конфликт. Его действие – это не защита украинского языка, а атака на права граждан. Теперь к международному контенту. Отчет Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации CERT-CUKR CO 2426, опубликованный в 2024 году, бьет тревогу. В Украине существует языковая дискриминация русскоязычных граждан. Документ доступен по ссылке в описании. И он отмечает, что закон о национальных меньшинствах и другие акты ставят русскоязычных в неравное положение по сравнению с носителями языков ЕС, таких как венгерский или польский. ООН прямо указывает, строгие ограничения на русский язык в публичной сфере нарушают права на культурное самовыражение и свободу слова. Случай с Данилко – это кейс из учебника. Артиста, чьи песни разрешены законом номер 2310-9, травят за использование русского языка или суржика. Кремень, называя это языковым присутствием агрессора, стигматизирует миллионы русскоязычных украинцев, для которых этот язык – часть идентичности. Это не просто слова, это дискриминация, подтвержденная ООН. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации ICERT 1965 год, ратифицированная Украиной, запрещает дискриминацию по языку. Кремень, приравнивая русский язык к России, нарушает статью 1 ICERT. Европейская конвенция по правам человека ЕКПЧ, статья 10 «Свобода выражения» и статья 14 «Запрет дискриминации» защищают право Данилко использовать суржик или русский язык в рамках закона.
Решение Международного суда ООН от 31 января 2024 года по иску Украины против России признало ограничение на украинский язык в Крыму нарушением АСР. Если ограничения на русский язык в Украине не обоснованы, это тоже дискриминация. Кремень своими действиями подпитывает систему, которую ООН назвала дискриминационной. Его риторика не только стигматизирует, но и создает атмосферу страха для русскоязычных украинцев. Это недопустимо для должностного лица, и он должен понести ответственность. Теперь главный вопрос. Как заставить Кременя ответить за его действия? Его заявление и давление на Данилка – это не просто ошибка, а злоупотребление властью, которое подпадает под административную и, возможно, уголовную ответственность. Давайте разберем оба пути. Административное. Кремень, как уполномоченный, обязан действовать в рамках закона, но его действия – обращение в полицию, инициирование контроля, игнорирование закона номер 2310-9 – это превышение полномочий. Рассматриваем варианты. Статья 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы за нарушение языкового законодательства. Хотя она направлена на защиту украинского языка, ее можно использовать против Кременя, если доказать, что он необоснованно ограничил права Данилка, гарантированные законом номер 2310-9. Его действия создали давление на артиста, что нарушает принципы равноправия. Данилка или организаторы концерта могут подать иск о признании действий Кременя незаконными. Основание – превышение полномочий, предусмотренных законом номер 2704-8, и нарушение прав на свободу самовыражения. Суд может обязать Кременя отменить контроль и публично признать ошибку. Отчет ООН СР-C-UKR-CO-2426 будет ключевым доказательством. Его действия подпадают под дискриминацию. Также можно подать жалобу уполномоченному по правам человека. Кремень подрывает права русскоязычных граждан, что противоречит Конституции Украины. Статья 24. Равноправие. Жалоба к омбудсмену по правам человека может инициировать проверку его действий. Кремень должен понять, он не выше закона. Его агрессивная риторика и давление на артистов – это не защита языка, а попытка навязать свою идеологию. Административная ответственность – реальный способ призвать его к порядку. И я призываю Данилка или его команду действовать. Теперь о статье 161 Уголовного кодекса Украины, которая наказывает за умышленное разжигание вражды, унижение достоинства или ограничение прав по языковому признаку. Наказание от штрафа до 8 лет лишения свободы. Аргументы за привлечение. Заявление Кременя о языковом присутствии страны-агрессора в Украине стигматизирует русский язык, затрагивая русскоязычных украинцев. Это подпадает под ограничение прав, предусмотренное статьей 161. Его давление на Данилка, законно использующего суржик, создает атмосферу страха для русскоязычных граждан. Отчет ООН подтверждает такие действия. Они часть системной дискриминации. Кремень, как должностное лицо, обязан быть нейтральным, но его риторика разжигает конфликт, что усиливает основания для уголовного дела. Вообще-то, умысел на дискриминацию сложно доказать. Кремень утверждает, что якобы защищает украинский язык, что может быть принято как отсутствие злого умысла, а его статус уполномоченного дает ограниченный иммунитет, если действия не признаны явным превышением. Последствия, например, общественное напряжение, пока не доказаны.
а это необходимо для статьи 161. Практические шаги. Жалоба от Данилки или общественности в прокуратуру с требованием расследовать действия Кременя по статье 161. Скорее всего, это не в прокуратуру, а в СБУ. Использование отчета ООН как доказательство системной дискриминации. Привлечение общественного внимания для давления на правоохранительные органы. Уголовное дело против Кременя – сложный путь, но не невозможный. Его риторика и действия создают почву для конфликта, и он, Кремень, должен понимать последствия. Если национальные суды не дадут результата, есть международный путь. Европейский суд по правам человека, жалоба по статьям 10 и 14 ЕКПЧ, ссылаясь на отчет ООН. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации тоже может принять жалобу на системную дискриминацию, подкрепленную SER-CUKR-CO-24-26. Кремень должен осознавать, что его действия под прицелом не только украинского закона, но и международного сообщества. Итак, что мы имеем? Андрей Данилко действовал законно в рамках законов номер 2310-9 и 2704-8. Тарас Кремень, напротив, злоупотребил властью, игнорируя закон и стигматизируя русскоязычных украинцев. Его риторика подпадает под признаки дискриминации, подтвержденные отчетом ООН CERT-CUKR-CO-24-26. Административная ответственность – реальный способ призвать его к ответу через суд или жалобы. Уголовная ответственность по статье 161 сложнее, но возможно при наличии доказательств. Международные суды – следующий шаг, если Украина не справится. Кремень перешел черту. Его действия не защита языка, а травля граждан, которые имеют право на свою культуру. Это позор для должностного лица, и он должен ответить по всей строгости закона. Рекомендации для Данилка: подать жалобу в административный суд и к омбудсману по правам человека, требуя признать действия Кременя незаконными. Для властей следует уточнить языковые законы, чтобы избежать дискриминации, как указано в отчете ООН. Для общества требовать от Кременя извинений и прекращения стигматизации русскоязычных. Русский язык – часть Украины, а не России. Для Кременя остановиться, пока не поздно. Ваши действия подрывают единство страны. Друзья, этот скандал – сигнал для всех нас. Мы не можем позволить чиновникам вроде Кременя разжигать конфликты под видом патриотизма. Друзья, если вам понравился разбор, ставьте лайк, подписывайтесь. Если кто не подписан, пишите в комментариях, должен ли Кремень ответить по закону. Распространяйте это видео, донатьте, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Пора ли менять языковую политику? С вами был юрист Валерий Табаков. Я жду ваших мнений. До новых встреч!